Привет всем моим подписчикам! Сегодня фильм «Апокалипто», 2006 год, автор сценария Фархад Сафиния, при участии Мела Гибсона, режиссер Мел Гибсон, бюджет 40, сборы $126 миллионов. В ролях Лапа Ягуара Руди Янгблад, Гонзалес, настоящая фамилия, его жена Далия Эрнандес. Другие актеры неизвестные, часть из них вообще не актеры, не вижу смысла перечислять их. Руди Янгблад – коренной американец, потомок индейцев Яки, Кри и Команчи. Мать Янгблада наполовину афроамериканка. Если визуально трудно определить представителя определенной расы, у меня всегда вызывает интерес, смесь каких кровей представляет этот человек. Как я впервые наткнулась на этот фильм? Было это давно, год точно не помню, но у меня тогда не было интернета, моим развлечением был старый маленький кинескоп на LG с домашней антенной. Качество картинки было ужасным. Так вот, вечером после работы сижу, я переключаю каналы в надежде наткнуться на интересный фильм. И что же я вижу? Джунгли, люди, не то папуасы, не то кто еще. Можно сказать, голые, непонятной национальности. Вслушиваюсь в язык и не узнаю, к какой группе он относится. Ни английский, ни испанский, ни французский, ни немецкий, ни славянский. Но интересно, страшно. Так я досмотрела фильм до конца. По финалу я, наверное, поняла, что речь идет об американских индейцах и открытие Америки. Когда фильм интересный, мне всегда хочется узнать, кто режиссер, фамилии актеров и так далее. Впоследствии я узнала, что режиссер-то оказывается Мел Гибсон. Как я зауважала его, теперь подробности впечатлений. Чтобы фильм получился кассовым, наверняка привлекают хотя бы одну звезду. Наверное, Гибсон рисковал, когда пригласил никому неизвестных актеров и даже не актеров, но он, наверное, прежде всего думал о достоверности. В советском детстве я смотрела фильмы про индейцев, то бишь про коренное население Америки, которое неизменно представлял немецкий социалистический кинематограф, киностудия «Дефа» так называлась, в лице югославского актера Гойко Митича. То, что индейцы относятся к монголоидной расе, я узнала, наверное, когда увидела американские фильмы. Нет, вру. Если кто-то из моего поколения помнит, было такое антиядерное движение «Невада-Семей», Семипалатинск, организованное поэтому общественным деятелем Алжасом Сулейменовым в феврале 1989 года. Так вот, если я ничего не путаю, по телеку показывали то ли Сулейменова в Неваде, то ли выступление индейского вождя в Семее, а может и то, и другое. Еще вождь произнес такую фразу, как будто я выступаю перед своим народом. Вот тогда я, наверное, поняла, к какой расе принадлежат индейцы. Ну, когда в школе проходили расы, наверное, говорили про индейцев, я точно не помню. Но одно дело школа, а другое красавец Гойко Митич. Ну, в актеры берут внешне привлекательных людей, поэтому в фильме заняты непрофессиональные актеры, отнюдь не красавцы, прямо скажем, что опять прибавило достоверности. Теперь по поводу языка фильма. Юкатекский, язык майя. Конечно, Гибсон, который во главу угла ставит достоверность, не мог использовать никакой другой язык. Я уже упоминала, что меня раздражает корявая русская речь со страшным акцентом якобы русских персонажей в американских фильмах. Ну, я это расцениваю как неуважение к зрителям, носителям русского языка. Кстати, «Танцующий с волками» Кевина Костнера, там тоже многие диалоги построены на языке племени Сиу с субтитрами. Активист за права индейцев Рассел Минц в 2009 году заметил, что актеры-индейцы при обращении на языке Сиу допускали грубые ошибки. Например, все актеры, в том числе и мужчины, обращались к себе и остальным женским родом. Некоторые индейцы и Кевин Костнер говорили по-женски. Когда я посмотрел фильм со своими парнями из Лакота, мы безудержно смеялись. Но эта критика никак не отразилась на популярности фильма. Ну, теперь об эмоциональном восприятии художественной и сюжетной составляющей фильма. Что же заставляет людей одного племени убивать, разорять, приносить жертву людей из другого племени, но одной цивилизации, выглядят одинаково, может языки разные, а может даже и один язык. И поживиться вроде было нечем в этой деревне. Жили люди, охотились, заводили семьи, рожали детей. Нет, надо сжечь, разрушить, испепелить, перебить, детей оставить сиротами, другое племя согнать с насиженных мест и обречь на скитание. Во имя чего все это? Вселять ужас, заставить бояться, а значит уважать? Я прочитала в интернете, что цивилизации майя не было присуща такая изощренная жестокость, мнение историков. Мне кажется, в контексте данного фильма это не главное. Есть противостояние локального значения, есть где-то более масштабные, которые всегда могут перерасти в нечто глобальное.
Даже если бы его не было противостояния, всегда можно придумать надвигающуюся угрозу. Поля кукурузы, выжженные засухой, привели к экономическому кризису, и недовольство надвигающимся голодом можно всегда направить в русло агрессии к соседнему племени. Одно племя угнетает другое, это всегда на руку третьей стороне, в данном случае испанским конкистадорам. Если попытаться подытожить, меня поразил высокопрофессиональный режиссерский подход к кинопроизводству Мэла Гибсона. Сюжет, относящийся к 15-16 векам, актуален в 21-м. Племя переселенцев, бредущих по лесу, пылающие деревенские дома, плачущие дети, женщины, которых тащат враги насильники, сражающиеся и погибающие мужчины. Закончу цитатой из фильма. «Я лапа ягуара, сын кремниевого неба, я охотник, это мой лес. Мой отец охотился в этом лесу до меня, и мои сыновья будут охотиться здесь со своими сыновьями, когда я уйду». Уводя жену и двоих детей, глядя на причалившие испанские корабли, он говорит: «Нам надо уйти в лес, найти новое начало». Я когда смотрела этот фильм, меня не покидало чувство, что доселе ничего подобного я не видела. Отсутствие знакомых лиц и непонятный язык усиливали эффект достоверности происходящего. Я не могла понять, то ли это настолько качественная реконструкция исторических событий и открытия Америки, то ли симбиоз каких-то новых жанров в киноиндустрии. Я была в полном смятении. На этой прекрасной ноте мы, пожалуй, и закончим. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал.